Эта заготовка сделает спонтанные хот-доги и бургеры в разы вкуснее. Готовить не очень быстро, но очень просто. Поставь и забудь на 4 часа. Королева сэндвичей и гроза вкусовых рецепторов. Встречайте, рваная свинина. И как же эту прелесть готовить? Берем кусок свинины, смесь перца дробим в ступке или ножом. Можно взять уже молотую смесь, но так запах сохраняется лучше. Тимьян, сухой чеснок, черный перец, сухой укроп и кориандр. Перемешиваем это все в тарелочке, чтобы специи были равномерно. Кидаем свинину в миску и обтираем специи по куску мяса со всех сторон. Втираем очень усердно. Должен получиться целый слой специй. С составом и количеством специй можно экспериментировать. Еще нам надо немного репчатого лука. Режем соломкой. Также режем болгарский перец любого цвета. Корень петрушки хорошо измельчаем, для того чтобы он дал максимум запаха. И давим несколько зубчиков чеснока. Обжариваем свинину со всех сторон. Зажарить можно посильнее, тогда будет более выраженный вкус, после чего присаливаем. Мы не солим мясо в самом начале, потому что тогда оно даст слишком много сока и будет чересчур сухим. Лучше всего для рваной свинины подойдет кусок жирного ошейка. Но также можно взять и бедро или лопатку, но тушить придется немного дольше. И когда на куске не останется ни одной сырой части, нарезаем толщиной примерно 1 см и отправляем в глубокий противень. Туда же нарезанные овощи и штуку лаврового листа. Присаливаем, заливаем яблочным соком так, чтобы все ингредиенты были в нем, и добавляем немного зелени. Я уверен, что такого вкуса вы еще не ощущали. Затягиваем фольгой и отправляем в духовку на 2 часа при температуре 200 градусов. Также стушить это все можно в кастрюле или в сковородке, но результат будет немного отличаться. После этого убираем фольгу. Нужно разорвать и перемять каждый кусочек, потому что после того, как она остынет, будет проблематично разорвать ее на такие красивые волокна. Отправляем назад в духовку еще на 2 часа на 180 градусов, для того, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Нужно помешивать каждые полчаса, чтобы верхняя часть не пересыхала. Как остынет, складываем в сухой бокс и храним в холодильнике до 2 недель. Я часто делаю сэндвичи с такой начинкой в семейные поездки. Жена в восторге. Обязательно попробуй. А от меня всего вкусного.